Сегодня у нас 26 апреля 2025 года, суббота. По субботам мы тоже делаем небольшой обзор, показываем, что у нас получилось за пятницу. В воскресенье мы отдыхаем. Все, что мы делаем, это не финансовая рекомендация ни в коем случае. Это наш эксперимент. Мы просто хотим показать вам, что если у вас есть достаточно знаний, к тому же со знаниями мы можем помочь, подсказать, посоветовать что-то, то это хороший инструмент финансовый, на котором вы можете зарабатывать. Мы выбрали фьючерсную торговлю и сразу перейдем и покажем, что у нас получилось за вчерашний день. Начинаем с нашего любимого TradingView. Вот уже на сегодняшний день мы сделали 14 сделок на линке. Вчера мы сделали вот такие вот сделки, да, то есть получается 11-ю сделку сделали, вот она у нас, выставляли, делали, шортили монету, выставляли стоимость по 15.01 или вот где-то в этом районе, да, и шортили монету до этих пор. Можно было додержать, конечно, и больше, то есть оставаться в монете и держать ее, и делать вот такие вот, но я решил перестраховаться и выходил вот на, значит, прорисованном локальном сопротивлении, так скажем. Да, потом я перезаходил еще раз, 12-ю сделку делал еще 5%, и в 13-й сделке я уже шел в лонг, то есть на повышение монету, зарабатывал тоже 4,72%, и последняя сделка, которую я закрыл сегодня перед нашим обзором, для того, чтобы показать вам, как открываются сделки, еще раз напомнить. И сделал, получается, 5%, 17. Я вижу, что слом тренда может зайти все-таки в лонг и попробовать лонговать или сделать ставочку, что линк дойдет до вот этих вот границ 15-13. Глядя на RSI и то, что я сегодня уже видел на линке, в принципе, я с тобою могу согласиться в случае, когда он не провалится ниже. Возможно, мы пойдем выше, поскольку у нас здесь намечается консолидация выше предыдущего хая, но она такая неуверенная, да, что с коротким стопом можно попробовать. Мы выпали из восходящего канала, вот что меня смущает, и пытаемся его снизу подтвердить. И если это произойдет, то ситуация поменяется на шортовую. Давай тогда покажем, еще раз продемонстрируем, как мы выставляем ставочки на нашей платформе или платформе Bybit. То есть мы заходим на платформу Bybit, выбираем монету Link USDT. Вот еще раз подтверждает нам Bybit, что вот такие сделки были совершены. Да, видно, как заходили в шорт, закрывали потом шорт, заходили еще раз в шорт и так далее, да. И сегодня тогда по параметрам контролируем, с каким плечом мы торгуем, можем выбирать условный ордер, можем рыночный, можем лимитный. Сегодня мы выставляем условный, дорогой робот. В принципе, ситуация такая, что мы как раз на границе, практически вот прямо сейчас, и можно даже заходить и по факту. То правило, что заходить надо там, где хочется поставить стоп. Вот. И здесь у меня тогда вопрос, где бы ты поставил стоп, поскольку здесь нижняя точка 14700. Тогда мы открываем лимитный ордер, потому что лимитный мы еще ни разу не открывали. Да, выставляем стоимость 14,7. Выставляем нашу позицию $10, торгуем на $10, опять же с седьмым плечом, и выставляем take profit. Но у меня получится прибыль, ожидаемая прибыль 40 центов, а убыток 4 цента. Даже в 10 раз. Это один к 10 практически. Это вообще очень хорошо. Единственное, ну да, тебя сразу выбьет из сделки, и будет, может быть, понятно, что нужно посмотреть, в какую сторону пойдем дальше. Да, я решил немножко отодвинуть стоп-лосс и поставить 14.60, если ты согласен. Хорошо, я не против. Еще раз хочется отметить, что после того, как мы все подтвердили, у нас появилось открытые ордера 2. 2, потому что мы ставили один условный, он попал у нас в папку условных, он до сих пор у нас еще есть. Там мы тоже находимся или поставили в лонг, причем триггерная цена у нас 13,7, закупка, или мы его все-таки отменяем? Пускай стоит, но единственное, в чем он мешает, это залоченные средства, но поскольку на формирование ордера уже потрачена комиссия, то пускай стоит, зачем нам несколько раз тратить комиссию за вход. Хорошо. И если мы перейдем в лимитные и рыночные ордера, то мы увидим, как мы выставили, да, то есть цена закупки у нас будет 14,7, да, мы закупимся 0,6 линка, объем ордера 8,82 USDT, take profit 15,3 и стоп-лосс 14,6. Все выставили,
и будем наблюдать и делать, показывать вам, что из этого получилось. Да. И напомним, что, в чем разница лимитного и условного ордера. Лимитный – это когда вы ставите, когда ваша цена еще не пришла к тому значению, она находится ниже или выше в зависимости от направления. А условный – это когда ордер может стоять на пути вашей цены, тоже зависит от направления. Потому что если поставить лимитный на пути цены, то выполнится мгновенно ордер. Не знаю, насколько понятно я говорю, но если непонятно, напишите в комментариях, и мы внесем ясность, сделаем обзор разницы между лимитным и условным ордером, а также расскажем про рыночный. Ну, а я поделюсь тогда, почему захотелось поделиться, я практически тебя перебил, потому что ты сказал, что ты не дождался, пока дойдет цена до нужного, ну, скажем, до верхнего значения, да, до которого могла дойти. И у меня вчера произошло ровно то же самое. Это говорит о том, что, ну, еще есть над чем работать с точки зрения психологии. Мы говорили о том, что я забрал сделку по магику в шорт и собирался поставить в лонг, да, и вот у меня как раз-таки до моей цены не дошло, и я зашел по, скажем, в моменте. Вот такой у меня получился сетап, но вышел я ровно где и обещал, то есть я дождался, вот пока цена дошла вот сюда, вернее не дождался, а поставил take profit вот в эту вот зону ликвидности, да, и вот здесь у меня зафиксировалась прибыль, хотя прорисовки все вот эти, да, у меня уже были, и, в общем-то, здесь есть имбаланс, до которого цена дошла. Если, кстати, кому-то нужно разъяснение по имбалансу, тоже пишите в комментариях, и мы тоже раскроем в одном из наших видео, что такое имбаланс и почему туда приходит цена. И вот я его прорисовал, что это имбаланс, и цена пришла и полностью его забрала. Но я предохранился, потому что здесь такой был достаточно сильный уровень, который, видите, и впоследствии цена ходила, и потом еще она вокруг него топталась. Ну, это была синица в руке, я ее забрал. В процентах 33. Если там было 77, то тут получилось 33. Поэтому я предположил, что будет еще возможность немножко цене пойти ниже. Да, биткоин на 15 минутах рисует вот такое вот понижение хаев в моменте. Да, хотя у него здесь есть вот поддержка такая довольно сильная, но до нее мы можем опуститься. Остывание немножко рынка. Есть впереди выходной день, на которые могут вполне свозить вот сюда за ликвидностью, хорошо, если не сюда. И начал радовать понемногу эфир, которому предрекают большое будущее. Даже была такая веселая юмористическая зарисовка, что снял новую картинку на фоне значка эфира Бутерин, и поэтому эфир сейчас должен пойти вверх. Но если говорить серьезно, мы были в нисходящем канале, из которого пытаемся выйти с подтверждением. И мы оттолкнулись, вот кто видит, я сейчас немножко увеличу, чтобы это было видно. Да, у нас была хорошая растущая свеча дневная, целый день эфир рос безоткатно, пока не уперся на следующий день в наш канал, да, движение началось от середины вот этого нисходящего канала, и сейчас идет попытка закрепления над ним. Еще хочу сказать, что вот здесь как раз находится уровень смены тренда нисходящего движения, и он у меня не отмечен, я сейчас как раз вместе с вами его проведу. Вот, и закрепившись над ним, можно будет уже немного выдохнуть. Вот такое я хотел бы увидеть развитие событий. Здесь хорошая ликвидность, вполне можем прийти к расторговке ее. Доминация биткоина остается высокой, поэтому будет рынок повторять ее. Ну, не все альткоины, смотрю, что некоторые альткоины веселее реагируют на рост биткоина, некоторые не так. Спасибо большое за субботнишний обзор. И до новых встреч, ребята. Желаем вам хорошо отдохнуть в воскресенье и продолжаем в понедельник. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь.